Всем привет, с вами снова Химит Пич, и сегодня я решила с вами порисовать быстрый портрет. Я стараюсь рисовать вот такой кружочек для того, чтобы наметить голову и зону челюсти. Таким образом я примерно понимаю, где буду располагать голову, при этом не делая четких каких-то линий. Также я намечаю линию глаз, это обычно центр головы, и среднюю линию, которая будет помогать в построении для симметрии. Как вы поняли, я рисую портрет 3/4, это когда немножко лицо развернуто и одна сторона видна меньше. А если вы хотите рисовать такие портреты, как у меня, то могу вам посоветовать свою онлайн-книгу по портрету. Там есть все необходимое для того, чтобы вы поняли, как это делать. Ну а подобные ролики, я надеюсь, вам просто помогут понять намного лучше мою технику и понять, как на самом деле происходит процесс рисования портрета. Я сейчас намечаю примерно расположение основных элементов, это глаза, нос и губы. И, конечно, когда я ищу расположение, я стараюсь смотреть, где они находятся относительно друг друга. Я делаю это почти без построения как такового, но если вы хотите узнать, что вам поможет добиться большей похожести, то это вспомогательные линии, а про них я рассказываю больше в своей онлайн-книге про портрет. Так как моя техника со временем меняется, то и сам процесс рисования тоже. И я обычно такое не делаю, но сейчас я решила отметить главные элементы, которые будут находиться в тени. И, конечно же, растушевываю это пальцем, хотя вы можете использовать специальную растушевку. На этом моменте вы можете расположить основные пятна тона, и это вам также может помочь сориентироваться далее в построении и уточнении деталей, потому что, когда вы смотрите на пятна, вам будут лучше заметны ошибки и какие-то искажения, если они есть. На первых этапах я предпочитаю использовать более мягкий карандаш, потому что им достаточно легко набирать тон. Вы можете легко делать темные элементы, а также его очень приятно и легко растушевывать. Далее я, конечно же, беру уже механический карандаш, потому что я не люблю точить карандаши. Это весь секрет, почему я использую всю свою жизнь механические карандаши. Ну и по факту я его использую для того, чтобы делать уже маленькие детали. Вы сами видите, что я использую очень маленькие скетчбуки и делаю свои эскизы на маленьких форматах. Я согласна, на самом деле нужно уже переходить на более большие форматы. Но на самом деле у меня всегда была какая-то тяга к маленьким вещам, к миниатюрам. Возможно, поэтому мне нравится рисовать в маленьких эскизах. И что вы видите на экране, конечно же, я просто уточняю детали и пытаюсь найти определенные формы. Форму глаз, форму бровей, направление и, конечно же, форму носа и губ. На самом деле, на моменте рисования глаз, если вы рисуете портрет и вы стремитесь нарисовать похоже, самое главное – это глаза. Потому что если глаза не похожи, то можно сказать, что портрет не удался. Почему? Потому что если вы нарисуете все остальное похожим, а глаза нет, то портрет не будет узнаваем. А если вы нарисуете хотя бы похожими глаза, то я вам отвечаю, все будут понимать, кого вы нарисовали. На данном моменте вы можете увидеть, как я использую направляющие линии, не проводя их. То есть я ставлю только конечную точку для того, чтобы наметить ухо. Чаще всего я не рисую волосы детально, просто потому что мне на самом деле это больше нравится, чем суперреалистичные волосы. И особенно в скетчах это очень важно уловить. И самое главное здесь улавливать направление. Направление, откуда волосы и куда идут. Достаточно пары линий для того, чтобы понять, как растут волосы и какая прическа у человека. Не забудьте досмотреть это видео до конца, чтобы увидеть материалы, которые я использовала в данном видеоролике. Напоминаю, это скетчбук Art Creation маленького формата 12×12. И, конечно же, я хочу поблагодарить своих патреонов и подписчиков на Boosty. Спасибо, что вы поддерживаете меня и даете тем самым возможность рисовать как можно больше. И я решаю добавить побольше тонов, потому что достаточно бледненько и контраст не достаточно сильный, как мне кажется. Поэтому я просто добавляю кое-где мягким карандашом мазочки, штришочки, простите, и растушевываю это пальчиком. Тон я накладываю, исходя из анатомии и освещения на модели.
Я решила немного затемнить некоторые детали, особенно глаза, и поэтому беру супер черный карандаш. В конце видео вы, кстати, увидите материалы. Но для того, чтобы сделать портрет еще более выразительным, я решаю добавлять белую гуашь на места, где должны быть в обычной ситуации блики при таком освещении. Это, конечно же, кончик носа, спинка носа, можно немножко у уголков глаз и подбородок со скулой. Всем спасибо, всем пока.